всем привет, это Большая Камбоджа, Александр. И сегодня я отправляюсь с Евгением, которого вы все знаете. Мы сначала едем в Кампот, а потом едем на острова. Такой небольшой у нас будет отдых. Решили съездить с ним, вдвоем отдохнуть. Семья у меня осталась дома. Дома забот полно, дел полно, так что такие дела. Вот. Вот и Евгений подъехал. Льда купил? А, ты опять здравствуйте. Я опять, да. Я не ожидал увидеть камеру. А лед зачем? А? А лед зачем сейчас берешь? Сейчас увидишь? С нами еще человек. А, еще человек? Нет, человек этот я знаю. Этого человека. А это Декс. Декс, привет. Как дела? Едешь с нами? Как всегда. Привет, брат. А, в холодильник? Друзья, вот у нас дорога сейчас проходит в такой местности очень интересной. Да. Настоящая сельская местность. Евгений везет нас. А едем мы, получается, посмотреть, как растет кампотский перец. Мы едем на ферму. Ой, что, вот сюда, что ли? Как показывает сюда? Жень, мне кажется, карта показывает, мы тут не проедем. Тут только мотоциклы ездят. Офигеть. Ты зря гуглом тут воспользовался, потому что Google здесь вообще, он просто опасен. Ну как, машина тут не попрет. Ты че? Корова. Да корова-то да. Значит, мы едем на ферму. Про кампотский перец я вам уже рассказывал, я уже снимал один ролик. Мы ездили тогда к одному немцу. А здесь вот я первый раз еду туда и вам покажу. Сейчас мы уже подъезжаем скоро. Если только вот Google нас дальше не завезет, непонятно куда. Попытка номер 2, неудачная. Попытка номер 2 и попытка номер 2. Здесь просто эту дорогу заливают бетоном. Все. Куда дальше? Короче, вот мы находимся где-то вот между Кэпом и Кампотом. В каком-то вообще Смотри на вилладже. Да, смотрите. мужички. Да, вижу. Собачки. Эту машину сделал. Слушай, дорог тут вообще нет. Но зато примечательная красная почва, потому что в ней много железа и минералов. Давно я в деревню не выезжал. У Жеки вот такая проходная тачка. Джип такой мощный. Не застрянем, но самое главное, чтобы была хотя бы хоть какая-то дорога. Пока вот он разбирается с Гуглом. Итак, друзья, Евгений через Google решил рискнуть. И вот мы едем по очень интересной местности. И раньше, как вот рассказывает Евгений, здесь был океан, да? Океан, горы там находятся, называется Капонтрай. Сейчас надо на них подняться, на них видно раковины мелкие. Да, это там вообще меловые отложения. А вот, кстати, тростник сахарный растет. Я думаю, Женя, эта дорога должна нас привезти туда, куда надо. Она лучше, чем там. Лучше. Может спросить у местных. Хотя местные скажут, проедете стопудово. Апаньха. Значит, едем. Какие-то вот тут озера. Или пруды. Прям такие большие. Вот
вот так вот люди живут. Даже что-то продают, какой-то бизнес тут у них. In 300 meters, make a U-turn. А мы продолжаем медленно двигаться. Так, вот мы приехали, Евгений нас завез куда-то. Вот я вижу перец, это кусты перца, кстати, ребята. Кусты перца, вот тоже какая-то ферма, но походу эта ферма не та. Так, вот мы встретились и двигаемся по зарослям. Да, хорошо на таких машинах. Пикапчик вон тот идет, и мы. Да, вот такие камбоджийские истории. Реалии сельской жизни. Реалии сельской жизни. Друзья, познакомься, это Марат. Марат, привет. Расскажи, чем ты занимаешься? Вот мы где-то приехали к тебе на ферму. Давно Спасибо. ты вообще в Камбодже? 5 лет уже в Камбодже. Пришла идея выращивать камбоджский перец. И вот за 5 лет она осуществилась. Так, и значит ты здесь выращиваешь перец, и вы его отправляете куда? Какой у вас рынок сбыта в основном? Рынок сбыта Россия, рынок сбыта Европа. Сейчас мы начинаем работать с Америкой, с Канадой, с Японией, со всеми странами. Так как у нас есть уникальные продукты, которых нет ни у кого в мире, мы очень надеемся, что людям будет вкусно. Это безусловно, потому что у меня уже был один ролик о камбоджском перце. Знаешь, тут вот живет немец, у него тут ферма Знаю. есть. Да. Вот я у него там брал такое небольшое интервью. Вот, поэтому подписчикам, если будет интересно, вот, кстати, тоже можете посмотреть, что там этот немец рассказывает. А вот это вот ваша продукция, да, вот можешь показать? Мне просто Евгений сказал, что вы еще делаете какой-то соленый. Вот соленый перец, зеленый и черный ферментированный. Это очень вкусная Личный рецепт. вещь. Марат. Да, на него было потрачено много времени, порядка 2 лет мы делали рецептуру. Мгм. Никогда не пробовал, кстати. Это легко исправить. Да. Отлично, попробую сейчас. Так. Так. Слушай, очень интересный вкус. Очень интересный вкус. Черный попробуй еще. А Сравнить. что за рецепт такой интересный? Так, ну, Секретный это рецепт. черный. Все спрашивают. Зеленый это не ферментированный перец. Была идея взять перец прям с ветки и каким-то образом его сохранить без применения консервантов, так как наша продукция она органическая. Тут есть у нас большие ограничения. И вот 2 года мы пытались сделать. Долго не получалось, но на сегодняшний день все готово. Слушай, интересно, вот, допустим, у немца у него там как-то все попроще. У него там все такое, ну, стандартное, то, что вот здесь вот есть, это получается белый, красный и черный, да? Да. Вот, а это вот, это у вас уже получается эксклюзивный продукт. А, кстати, где вы в России продаете? Где, если вдруг кому-то подписчикам, если будет интересно, они хотя бы У нас купят? наш бренд называется Крунтей. Вот, легко в Яндексе в поиске найти Крунтей. У нас есть интернет-магазин, у нас есть представители, партнеры, магазины, рестораны. То есть это не проблема. Из интернет-магазина можно заказать доставку по всей России. Сейчас это не проблема. Слушай, ну отлично, да. Скажи вообще, чем знаменит так называемый камбоджский перец? Камбоджский перец знаменит тем, что он самый вкусный. Самый вкусный из всех перцев в мире. Согласен. Почему он растет именно здесь? Потому что сочетание уникального климата для перца и уникальной почвы. То есть почва каменистая, приблизительно как у винограда, а климат позволяет полностью созреть лозе, полностью созреть перечным ягодам, потому что в Индии, в Индонезии там все-таки климат отличается, и во Вьетнаме. И у них, прежде чем перец покраснеет, он у них просто падает раньше времени. А местный климат, он позволяет самой перечной ягоде полностью созреть. Поэтому, собственно говоря, у нас есть красный перец. Красного перца практически нет нигде в мире. Да, красный камбоджский перец это вообще, да, самый лучший. Для меня тоже самый лучший перец. Это я просто говорю не потому, что я там люблю Камбоджу, в Камбодже живу, а потому что это действительно вкуснее красного камбоджского перца нет. Поэтому, ребят, я вам рекомендую попробовать. Ну и как у вас здесь, сколько вообще у вас тут? Большая ли у вас тут земля? У меня почти 12 гектар.
Вот, засажено еще не все, потому что мы развиваемся. Сразу засадить это все просто невозможно, даже чисто технически. Вот. Будет видно сверху, что есть. Вот можно будет пойти внутрь, показать, как растет перец. Это будет зрителям интересно. Да, пойдем посмотрим. Быстро теряет цвет, то есть сохранить зеленый перец очень трудно, потому что просто сорвав зеленый, через 3 дня он становится черным. Да, я успевал, кстати, привезти в Россию, мы замораживали, я успевал привезти, ну, когда была логистика более легкая. И то там буквально там дорога, когда была, занимала там примерно максимум 20 часов. Так, вот, значит, это кусты перца. Вот это перечная, да, это перечная лиана. Значит, собственно говоря, это молодой перец, то есть ему еще расти до полного созревания несколько месяцев. Вот, но тем не менее он уже достаточно вкусный, но мало острый. То есть по мере роста перец набирает и становится более острым, более полная ягода внутри становится. И где-то в апреле, в мае мы делаем сухой перец, это красный, черный, белый, соленый немножко раньше, но по технологии. Вы не используете никакие химикаты? Да, мы не имеем права их использовать. А здесь закон получается? Дело в том, что перец имеет сертификат географической индикации. Весь этот процесс, он строго структурирован, и есть вертикаль, то есть на вершине стоит французский институт ЭКОСЕРТ, который сертифицирует. Здесь на месте есть ассоциация компотского перца и, собственно говоря, мы фермеры. И у нас ежегодно минимум 3 инспекции, берутся пробы грунта, всего пробы воды, прежде всего, потому что с водой это достаточно интересный с точки зрения органического земледелия вопрос. И плюс у нас еще есть сертификат органик от Камбоджийской ассоциации органического земледелия. То есть это каждый год, вот несколько инспекций, люди проверяют, претензий никогда не было. Так, а много вообще производите сейчас, сколько в год? У нас Если 6, не секрет. У нас, это не секрет, у нас 6500 вот перечных лиан таких. Дело в том, что наши деревья достаточно молодые, вот они будут набирать еще в объеме. Ну да, я вижу, вот у немцев они уже старые. Да, и из-за этого урожайность перец набирает постепенно, то есть где-то на 5-6 год, 7 это будет максимум, у нас сейчас 4 год, то есть ну, мы имеем, наверное, 50-60% от максимально возможного. Вот. Ну, это в тоннах измеряется. Угу. Понятно. Так как перец это лиана, ему нужна опора. И все опоры у нас это настоящее красное дерево. Почему? Потому что красное дерево, в отличие от других пород дерева, может стоять до 30 лет. Вот. И это не дешево. Ну да, это дорого, наверное. Да, это красное дерево. Это красное дерево. Нам, когда привозили его, оно на срезе потрясающей красоты, было жалко их сюда вкапывать. Хотя я спрашивал своих рабочих, может быть, что-то сделать, мебель, но из этого не сделаешь мебель, это отходы. Но тем не менее, это дорогие отходы. Слушай, интересно. А как ты вообще в Камбоджу попал? Что тебя сюда привело? Не бывает одной причины никогда. Бывает несколько причин. И было интересно сделать бизнес и найти себя в какой-то области, которой никогда не занимался. Но так как я все время занимался производством, то с точки зрения менеджмента любое производство, оно похоже. Вот. И просто когда я попал в Камбоджу первый раз в 2013 году, мне очень понравилось. Сначала страна, потом идея, потом перец, потом это новый рынок. И
нишу можно было найти достаточно очевидно. А теперь, когда у нас есть новый продукт, который никто в мире не делает, я думаю, что мы должны быть успешны. Это 100%, согласен. Это классный продукт. Так, мы просто сегодня приехали в воскресенье. На самом деле, как бы мы и не планировали, это все было настолько случайно, все получено. Так, а сегодня, получается, у вас выходной, мы даже не сможем посмотреть производство. Но, ребят, сегодня выходной. Да, какие-то моменты производства, я думаю, если что, там один у меня есть выпуск на ютубе, вы, если что, можете посмотреть это там. А так, вот такая здесь ферма, вот я как бы уже из дрона тут полетал. Да, у вас тут очень классно, здесь так это, хорошая такая энергетика. Здесь еще очень хорошая природа. Дело в том, что вот микроклимат, он обуславливается тем, что вокруг, вот мы можем посмотреть, опоясывают горы. И во влажный сезон основное количество облаков, которые идут с моря, задерживаются этими горами. Поэтому здесь много дождей, здесь повышенная влажность, здесь многие люди, которые ко мне приезжают, и друзья, они говорят, спрашивают, как ты тут живешь, потому что мы тут умираем от жары, но тут потому что влажно. Но это все зависит от человека. Многие не любят зиму, многие не любят жару. Я люблю жару, я не люблю зиму. Жар костей не ломит. Ну, некоторые говорят, что после 25 уже не могут. Безусловно, климат здесь не такой легкий, я согласен. Кокос. Маленький кокосик, очень вкусный нас тут угостил Марат, спасибо тебе. Почему такой вкусный компот? Не компот, а кокос. Сорт. Это такой. да, такой достаточно редкий даже для Камбоджи сорт, и трудно его выращивать, потому что соседи, у которых они говорят, что там как-то 10 пальм, они только дают такие вот вкусные плоды. Если посадить 50, то уже почему-то будут другие. Очень вкусно. Вот маленький кокос, вот я иногда, у меня Эпи берет такие иногда, ну прям вообще классно. Приехали в Компот. Сейчас проводили Марата. С Маратом встретимся вечером. Про Компот есть ролик один, я его снимал. Был здесь уже месяцев 7 или 8 назад, я уж точно не помню. Ну, классный город, но спокойный. Такой вот он тихий, спокойный небольшой городок. Компот. Слева река, которая называется Компот. И там Бакор. Большое вот это плато. Мы заселились в отель. Такой обычный отельчик, вот там ресторанчик у них есть.
Там вот у них есть отдельные бунгало, но отдельных бунгало не было. И мы селимся там в номерах, каждый в своем. Сейчас покажу вам обзорчик. Маленький такой. На втором этаже. Все тут двухэтажный. Такой уютненький номер. Стоит номер всего $20. Такой номер. Небольшой. И больше нам не надо на одну ночь. Мы тут останавливаемся. Все, кондерчик есть. Холодильник есть, водичка есть. Вон там бунгало, кстати, про который я говорил. Так, ну здесь туалет и душ такой. Вот такой номерок. Сейчас мы отдыхаем и идем обедать. Время 5 часов, мы все без обеда. Компотский колорит. Это французское колониальное здание. Ты снимаешь, нет? Снимаю, Да, конечно. здесь остались колониальные остались, и остался такой колорит, который отсутствует в мире у нас в столице, в этом урбанизированном городе. Здесь посмотрите, видите, как не старенько, но желтые стены такие, да. там картины абсолютно танцуют. Сейчас будет, закажем мы барбекю, марлина и барракуду. Да, давай посмотрим меню, что здесь есть у нас, да? А ты, Вот завтраки по $3, по $4 вот такие, значит. Салатики по 2, по 3. Здесь, кстати, очень дешево. Я вот в прошлый раз, когда здесь был, тоже вон какие-то бургеры тут. Вот, $2-3. Ну, конечно, дешево. Так. И смотрим. есть стейки с бараниной. Да я думаю, не, я баранину точно не хочу. Баранину уж я сам поем. У меня на пене там в холодильнике лежит баранина. О, вот всякие тут есть. Да, стейк, кстати, с бараниной $7,5. Прям дешево. Да, Филе с барракудой. Я вот это буду. так я вот сейчас что-нибудь посмотрю, Жень, себе. Смотрите, вот, ребята, вот такое, короче, меню, вот такие цены. Все дешево, короче. Прям дешевле не придумаешь. Вот и все. Вот так вот сидим. Старые колониальные здания. Спокойно, блин, компот класс. Так в итоге мы пришли сюда из-за чего? Ради филе с барракудой. Зятое блюдо. Ну, давай закажем. Оно тут с салатиком идет. Ну давай, все. Я тоже себе закажу такое же филе, давай. Так, заказали пиво. И вот нам здесь сейчас на вот этой барбекюшнице жарят марлина. Ну вот, друзья, нам подали марлин, картошка и салатик. Евгений будет пробовать. Евгений, ну как, давай, начни. Скажи, как, вкусно или нет? Марлин. Откуда же, неинтересно, этого марлина притащили? С моря? Да, море же здесь рядом, да. Ну как, стоит того? Нет, давай, Жень, будем заснимать. Заснимать будем. Ух ты, блин. Ну все, ладно. Ешь давай, не снимай. Да все, не буду сейчас все пиво все выпьем и все. У нас отдых. Это удавалось. Так. Линии не работают на заказ. Так. Это называется... Друзья, мы сегодня вот случайно попали к Сергею. Вот, Сергей занимается авиамоделированием. Смотрите, какие у него интересные самолеты. Здесь вот так вот. Вот. Те же люди. Да. Марат, сколько живет красный перец? Свежий красный перец живет максимум 2, максимум 3 дня. Мы делали перцовку на его основе. Получился абсолютно уникальный напиток, который в следующем сезоне мы будем делать в большом количестве. Круто. Значит, вот в этом сосуде мы что готовим, Сергей? В этом сосуде у нас сейчас происходит чрезвычайно сложный технологический процесс. Вашему вниманию, дорогие друзья, предлагается новая технология, недавно взятая из Сколково. Вот, прошу поближе немножко камеру. На ваших глазах мы поедем отсюда. Вот это верный ход.
Марат нас везет! Куда? Дискосуперстар! Вперед! Вы можете занять контакт очень просто. Я живу здесь 5 лет, и я могу сказать, что Но ты любишь Камбоджу? Более того, камбоджийские люди очень похожи на русских, очень похожи на нас, в основе которого лежит санскрит. И мир, они могут терпеть долго, но потом взрываются. Это так же, как у нас. Они верят долго, но потом взрываются, если их обманывают. Это точно так же, как у нас. Очень открытые, и они хотят всегда помочь. Точно Всегда так же, как у нас. Точно, поэтому я очень их понимаю и на самом деле уважаю и ценю. Собственно говоря, За это выпьем. За это мы можем поднять бокал. За что? Друзья, у нас уже утро, а вот там стоит ферма ласточкиных гнезд. Слышите, как она чирикает? Там стоят такие микрофоны, они просто чирикают, и все. У меня было закрыто окно, а у Джона открытое. Джон! Джон в душе. А? Че? Че за? Джон, нет личной жизни у тебя никакой, да? Мы вчера, кстати, так знатно здесь потусовались. Конечно, это не попало на просторы вот этих видеозаписей, но ничего. Слушай, в компоте хорошо, вообще класс. В компоте просто класс. Ладно, я пошел на завтрак. Ты будешь здесь завтра? Я здесь, я уже заказал себе, мне уже делают. А, тебе делают? Да, приходи. Да еще у тебя будет еще второй завтрак в городе. Когда я буду завтракать. Ну, ладно. Пускай будет второй. Такой ресторан. Продолжает вот эта ласточкина ферма издавать звуки. Кофе так, а по завтраку здесь вот цены такие, смотрите, 4,5 вот такие вот. 4,5 самый дорогой. Это меню вот нашего отеля. Ну, все дешево там, максимум. Самое дорогое блюдо стоит 5 баксов. Прям что-то удивительно. Время 8 и уже люди проснулись. А вот и Джон пожаловал. Как дела? Было прекрасно, пока меня утренняя пташка Не разбудила. Вон они, пташки. Слышь, как орет этот скворечник для ласточек. Ты будешь что-то здесь? Не, слушай, яйцо Бенедикт здесь. Мне кажется, стоит попробовать. Мы остановились на заправку. Но нас ждет там плохая дорога. Все говорят, что дорога из Кампота до Синуквиля просто плохая. Даже не просто плохая, ужасная. Но вот посмотрим сейчас, что будет. Пока вот мы только отъехали от Кампотика. На такой заправке стоим. Жекина тачка на газе, заправляем газ. Ну что, впереди нас ждет дорога. Интересно, да? в тебе силы появились. Во мне силы всегда есть. Жека после вчерашнего. Я-то пошел спать, а они-то потом еще пошли в какой-то клуб. Вот сейчас вы увидите, что было в клубе. Темпл называется. Да, бензин стоит 4000, это получается доллар прям с копеечками, 92-й, а газ стоит 200, это полбакса. И как бы на газе достаточно выгодно ездить, там, где особенно как бы это, дорогие цены. Можешь показать, как это происходит. Да что, никто не видел, что ли, газовую заправку? Там газовые заправки не везде одинаковые. Но здесь, да, здесь как бы, здесь бензин не дешевый.
дорога началась плохая. Вот такого она плана, так что если будете ехать, сразу рассчитывайте, что Компот, Синауквиль, вот примерно, наверное, километров до 30 точно такой дороги, да? Ну, побольше. Конечно, такая плохусенькая, просто плохусенькая. Дорога не просто плохая, она ужасная. Кошмар, короче. Такой кошмар, 5 километров в час. Жуть. Облако пыли. Мы едем как на повозке. Это, конечно, я думал, что это будет последнее мое видео про эту дорогу, но нет, это просто какой-то вообще жуть. Просто жуть полная. Скорость там 7-8 километров в час. Все. Пешком быстрее можно даже идти. Ну что, друзья, мы въехали в Синауквиль. Сейчас едем в порт. Хорошие широкие дороги синауквильские, но ролик про это есть. Так что можете посмотреть. Мы встретили Виталия. Случайно. Заехали, короче, вот фо, суп вьетнамский даже. Да. Вот такой, чисто вот такой вот ресторанчик такой. И все спотели еще, потому что очень жаркий день сегодня, солнечный. Особенно собака у нас пострадала, мы ее постоянно пытаемся как-то создать ей комфортные условия, потому что у нее течет с губ вниз на сиденье. И вот у Александра все сумки оказались промокшие. А представь себе, пожалуйста, о себе 2 слова расскажи. Я коренной синауквилец. Сколько лет здесь живешь? Смотри, какая вкусняшка. Слушай, скажи, вот кхмерский от тайского языка отличается сильно или как вообще? Они похожи? Отличаются очень сильно, и при этом они похожи. Дело в том, что, во-первых, у них был очень большой период совместной истории, когда они общались на одном языке, либо на приближенных версиях один по отношению к другому. И самое главное, то, что оба языка, они произошли от санскрита. Есть очень много слов в языке, которые имеют санскритские корни, санскритское происхождение. Например, вот в обычном разговорном кхмерском языке одно и то же слово, оно имеет как и корень из санскрита, так и корень из базарного, уличного, кхмерского. Например, возьмем слово «рыба». Вот. По санскриту рыба моча. Ну, это как бы в разговорном, в обиходном кхмерском это, например, слово трай. Но если ты будешь писать слово, например, составлять такого словосочетания, как Министерство рыбоохраны, то ты будешь использовать санскритский корень, а не вот этот вот разговорный. То есть вот настолько в этом есть сложность языка. И дальше я продолжу. Например, слово мост по санскриту это кхмеры его произносят как митабхеп. Тайцы тоже используют это слово, но они на свой тайский язык произносят, на своем тайском языке и на своем тайском манере называют его митабхап. То есть две разницы, одна гласная, да, митабхеп, митабхап. То есть и поэтому, даже зная какой-то из этих языков и имея как бы возможность логически рассуждать, ты можешь построиться под другой язык, но они не могут. Вот в чем проблема. Интересно. Вот такое дело. Паром, наш скоростной катер. Тут что-то они делают. Какие-то навесы. Ну, навесы нужны. И декс с намордником. Все, Виталь, пока. Give me your ticket, please. А, Your ticket. Давай, давай, да. Where's your ticket? Oh, one. You just buy one way, eh?
Mokre? Vintai. Обратно там кругу, чтобы под расписание не подстраиваться. Ну да, на любом пароме, да, поедем. Все, держи тогда. Обходи. Воздух кайфовый. Ну что, друзья, вот он, наш любимый остров. Я всегда так люблю сюда, вот когда ты выходишь по этому пирсу, идешь, особенно если ты еще несешь корм для Декса, это отдельное впечатление. Извините, сегодня без зонта. Да, Сезон дождей закончился. в прошлый раз я был, смотри, какая погода классная, да, здесь? You want to go? You need room? Ну, не, Taxi, taxi. Need taxi? Красота, да и только. Красотища, да, такая погода, штиль. Ну что, какие планы? Что будем делать? Что будем делать, Жень? Я в трихаус. ну давай я сейчас заселюсь и тебе потянусь. Ну да. Рыбки. No, I will walk to tree house. Tree house motorbike. No, motorbike no need. Так, ну что? Рыбешка. И ракушки. Ого, какая здоровая. О, и рапанчики есть. Класс. Так. А how much this one? How much this one? How much? How much? Джек, смотри, какие ракушки крутые. И вот эти вот. Ладно, я возьму, короче, рапаны прям. Рапаны, бомба. Clap on man. Я заселился в том же номере, в котором все время селюсь. Вот это мое бунгало. Кто не видел, посмотрите. Вот такое. $50 стоит ночь. Здесь вообще стоит 60, но они мне делают за 50, потому что говорят, ты наш постоянный клиент. Класс. Уже искупался в море. Водичка очень хорошая. Нужно опасаться обезьян. Обувь только кладу туда, вовнутрь, потому что обезьяны могут прийти и утащить. Сейчас я жду Евгения. И мне жарят ракушки. Точнее, не жарят, а варят. Декс. Вот такой красивейший вид, как всегда. И вот принесли ракушки, вот так вот их отварили. Вот такой соус здесь. Вкуснейшие ракушки. Еще вот такую пиццу турецкую. Жека там где-то плавает. Сейчас его дождусь. И будет такой у нас мини-ужин. Доброе утро, Кохронг.
У нас на Кахронге, как всегда, безмятежно. Красиво. Сегодня с утра здесь прыгали обезьяны. Искали какую-нибудь еду. Кроме соусов тут ничего нет, слава богу. Я сначала подумал, что это Декс. Но это оказалась какая-то другая собака. Что ты? Нравится тебе здесь? Или ты Декса тут учуяла? Вот эти ребята здесь строят бунгало. Они начали, правда, сегодня чуть рано уже шуршать. Ну а что, им ничего не остается, потому что днем достаточно жарко. И с 11 до 4 они будут точно отдыхать, а потом уже вечер. Поэтому самое рабочее время только с утра. Поэтому если вы хотите от кхмеров чего-то получить, максимально просите это с утра. Это у них здесь так принято. С утра мало посетителей. Но вчера было днем очень много китайцев. Просто весь ресторан был забит китайцами. Они приехали на отдельной лодке, вот там высадились на том пирсе. И здесь весь день у них тут было движение. Ну, стандартный американский завтрак. $6 здесь стоит такой завтрак. Но кофе отдельно. Кофе 2,5. И вот этот панкейк еще стоит $4. Короче, это все вместе 10. Ну а мы ждем паром и отправляемся домой. Женя хочет еще искупаться. Ну вот мы едем в Пномпень, и вот платная дорога. Очень широкая трасса. Но почему-то мало стоит кабинок для оплаты. Есть, соответственно, там написано ETC, это очевидно оплата по рекордерам или картридерам, как они называются. Вот. А здесь вот, соответственно, оплата наличными. Сейчас узнаем, сколько стоит. Сюда. Наперед сам бот лайпоман. Ты думал, что бесплатно? Бесплатно дни закончились, Евгений. Ну все, ты берешь эту карту, и там потом, когда будешь выезжать, соответственно, это подаешь, и все. Обычная такая карточная система, я понял. Короче, берешь карточку, и все. Друзья, отличная дорога. Поэтому теперь время Синауквиль, Пномпень, Пномпень-Синауквиль сократилась точно в 2 раза дорога по времени. Супер. На трассе практически никого нет. Только вот джунгли кругом.
живописная. Остановились на такой станции. Ну, стандартная станция, как и везде, на платных дорогах. Но только один минус: здесь нет заправок, а у нас, по-моему, с топливом не очень. Я зайду купить сейчас водички. Маленький магазинчик тут есть. У нас там уже, смотрю, закат. Какое красивое солнце на закате. Видно. Наверное, в камеру не особо видно. Так, у нас что-то с машиной какая-то проблема у Жеки. Что-то там загорелось. Надеюсь, сможем ехать. Ну и чё? Чё, масла нету? Это все в масле. Охереть. Просто охереть. Так. Ну ты сейчас-то, наверное, не поймешь, пощупал. Мы на заправочке здесь остановились, съехали с платной трассы и заливаем масло в коробку. На большой скорости что-то начинает масло вылетать. Нам самое главное до Пномпеня доехать, потом уже Жека завтра будет ее делать. Так, ну мы доехали. Все, Евгений, пока. Счастливо. Спасибо за хорошую компанию. Друзья, все, я дома. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Скоро будут новые видео.